Всем привет, друзья! Сегодня второй день пребывания нас здесь, в Сиэтле, и я сижу с Ваней, сижу в лобби отеля. Вань, как тебе вообще здесь? Отлично, все супер, все комфортно, Вальва, как всегда, божат. Ты, получается, 2 года не посещал International, и сейчас здесь. Вообще, как, я не знаю, как твои впечатления, твои эмоции? Есть ли какое-то, может быть, внутреннее волнение? Нет, на самом деле у нас вообще нет, оно отсутствует у всей команды, даже Акбар говорит, чувствует себя уверенно. Ну, Вальве создают максимально комфортную обстановку, и, как я знаю, это самый последний International, в отличие от тех, и он лучше, чем были те. То есть мы сейчас в отеле, у нас игровые комнаты прям по соседству с нашей комнатой, мы ходим 10 метров и играем уже за компами. А с кем вы здесь тренируетесь? Пока мы играли просто паблики, настраивались, всего лишь один день был, сейчас уже договорились с ЛГД, ну еще с командами, я сейчас не сильно их хорошо помню. А как тебе нравятся американские паблики? Американские паблики шикарные, уже апнул ММРчика, ни разу еще не проиграли. То есть вообще здесь хуже игроки играют? Может, мы их просто не встречали, но все 4000 ММР, 5000 ММР больше не попадаются. Хоть у нас 6-7, не попадаются вообще и близко. Замечательно. Да, легко. Ладно, давай поговорим о буткемпе, как бы этот вопрос всех интересует. У вас было не так-то много времени подготовиться, потому что Акбар улетал, прилетал. Вообще, как происходил буткемп и что вы делали в то время, когда Акбар уезжал? Ну, мы на самом деле больше готовились не игрой, так получилось. Мы не могли играть, потому что Акбар то в Москве был, то он не мог там до компьютера добраться, и там лаги, еще что-то. В основном мы готовились просто морально, впятером, как друзья, общались, ну, готовились Вчетвером. Перед этим был еще и Акбар. Вот, он уезжал всего на 4 дня. И так вот получается. Ну, хорошо. Сейчас уже все играют уровнем повыше. Не повыше вашего, а вообще, в принципе. Думаешь, хватит ли этой тренировки, то есть морального Нет, устроя? так вот сейчас мы более-менее построимся под игру, под компьютеры. Еще желательно нам пройти акклиматизацию всем, чтобы с кем ничего не случилось, и у нас был хороший режим. Ну и все, и подойти к игре, потому что играть все будут совсем по-другому, все будут нервничать, все будут переживать. Надо просто больше подойти морально. С одной стороны, у вас есть большое преимущество, потому что никто не знает, чего от вас ожидать. Да, мы сами не знаем, что от себя ожидать на самом деле. Ну, в принципе, у нас есть более-менее какие-то варианты, как нам действовать, как нам работать в игре. Ну, мы подготовились нормально, на самом деле, хорошо. А вообще настрой у ребят и у тебя, вы за каким местом сюда приехали? Настрой очень хороший. Ну, за местом, за каким мы приехали. За каким? Ну, так никто не говорит, за каким местом они приехали. Ну, ты же рассчитываешь как-то на свои силы. Ну, мы будем биться за топ-минимум, я думаю. У нас все хорошо, на самом деле, все супер. Угу. А с кем вы вообще тренировались на буткемпе? На буткемпе мы тренировались с Фнатиками, с Virtus.pro, с ЕГЭ. Ну, с очень хорошими командами, но не было клаудов, секретов, они в Америку сразу уехали, поэтому с ними у нас не получилось потренироваться. С Вега тренировались, Вега сейчас очень тоже неплохо играет. А вообще, есть ли какой-то специальный подбор команд, с кем вы будете играть, например? Нужно ли играть со всеми или лучше выбрать там 2-3 соперников? Нет, конечно, лучше выбрать разные стили игры, просто выбрать, ну, то есть у каждого команд 5 представляет один, допустим, стиль игры. Кто-то чисто сплит-пушит, кто-то что-то делает еще. Мы выбрали по одной команде с разного стиля. Сейчас мы просто хотим поиграть с китайцами, примерно прицениться, что они умеют, что мы могут. Сами мы будем рофлить и делать полную ересь, просто разузнать надо немножко противников. Угу. А кто сейчас в команде капитан, такой капитан? Ты контролируешь все действия, за все отвечаешь, или вот все-таки вы как-то командные больше? Нет, все делается от команды, колы. То есть, когда, еще раз говорю, у нас все хорошо по морали, это наше самое слабое место, потому что люди закрываются, перестают общаться, ну и не все получается. Когда мы все впятером разговариваем, у всех хорошая мораль, и все супер настроены на игру, шансов не будет ни у кого. Но опять-таки, такое редко может совпасть, чтобы у всех было все идеально и никому ничего не раздражало ни в игре, ни так где-то. А вот. Как вообще можно законтролить эту вещь, как мораль, например, в игре? Никак нельзя, это просто... Мы просто общались друг с другом, раскрепощались по максимуму, ну, то есть надо, чтобы каждый доверял каждому, ну, я даже не знаю, как это объяснить. А у вас сейчас это тяжело. Доверие вот на высоком уровне?
в команде? Да, сейчас оно на хорошем уровне, но опять-таки оно очень быстро теряется. После 2-3 каких-то неудачных моментов это все может пропасть, и это будет уже не игра, это мы будем просто проигрывать элементарно всем подряд. Поэтому пока у нас все хорошо по морали, мы общаемся все вместе и все принимают участие. Есть у вас еще несколько дней для того, чтобы лучше подготовиться. Вообще, как будете проводить эти, я не знаю, дня 4, где-то 5? 4 дня, ну мы будем полностью играть. У нас компы круглосуточно нам предоставили, поэтому будем играть днем и ночью. Как кто встал, проснулся, пошел играть за компьютером. А есть какие-то планы где-то выйти погулять? Или вообще этого лучше не делать, например, до турнира? Нет, периодически можно переходить, погулять. Нам, по сути, и наигрывать-то уже нечего. Мы уже примерно все наиграем, все представляем, как будет. Есть просто минус, что мы можем себя передумать, насочинять что-то нового, и уже будем фейлить. Ну, уже так мало дней осталось. Надо уже делать то, что ты умеешь. А сейчас мы будем просто разузнавать, что делают противники. Не, ну если ты знаешь, что вы можете, например, в игре, когда уже будете там играть в свои игры, что вы можете захотеть что-то придумать, и давайте потестим что-то новое, ты же уже предугадываешь, что такое может быть, и может это сразу можно как бы в корне отменить? Нет, такого нельзя отменить. Серьезно, вот мы сейчас сыграем на каком-нибудь, я не знаю, Кереве на Мансере и обыграем ЛГД 3 раза подряд. Подумаем, что это сильно, приедем на турнир, нас переедут все подряд. Ну, это, к этому нельзя подготовиться. Поэтому сейчас лучше нового ничего не изобретать, не искать, уже подойти с чем мы умеем играть. А как вообще думаешь, на турнире может повернуться так, что какая-то неожиданная команда заиграет вот шикарно, как в том году Ньюби? Ну, Ньюби в том году были фаворитами изначально, до группы. Они проигрывали всем. До группы они были фавориты, они всех обыгрывали в Китае. Это были чемпионы Китая, 3 турнира подряд. Приехали на International, в группе выступили плохо. Но все равно выиграли International, потом собрались. Так. Ну ладно, это не отменяет моего вопроса. Может ли сейчас какая-то команда? Нет, мне кажется, все будет более-менее стабильно. Как примерно все расписывают места и так далее. Мы, наверное, единственная темная лошадка, которую ставят на последние места, но мы сможем добраться намного выше. Все остальные примерно расписаны более-менее адекватно. То есть кто в топе, кто не в топе. Хорошо. Мы, наверное, будем заканчивать это интервью. Оно такое было предматчевое. Позже с Ваней мы еще непременно пообщаемся по поводу игр. Так что всем спасибо, кто смотрел, и до скорых встреч. Желайте нам удачи.